Киев против Москвы. Битва к 9 мая. РФ собирается устроить парад победы, а Украина в противовес зовет в столицу лидеров Европы. Для чего? Украина должна уничтожить важнейшее сухопутное соединение между Россией и Крымом. О целях и планах заявляют в Германии. Как собирается помочь Берлин? Виновники войны. Трамп устраивает новый скандал и получает удар от Зеленского. Новое противостояние между Белым домом и Банковой. Что идет не так? Обсудим заявление. Покушение на президента. Американец, который хотел убить Трампа, держал связь с Россией и планировал побег в Украину. ФБР раскрывает детали. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Киев собирается противостоять параду победы в Москве. Украина пригласила в мае европейских лидеров в украинскую столицу. Об этом пишет издание «Политика». Авторы материала уточняют, что таким образом Украина планирует продемонстрировать дипломатическую силу в противовес ежегодному параду. Министр иностранных дел Андрей Сибига в понедельник направил приглашение своим коллегам из Европейского Союза во время встречи в Люксембурге, призвав их продемонстрировать единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны. «Политика» напоминает, что на военный парад в Москву Путин пригласил представителей Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии, а также представителей стран Центральной Азии. Кремль не приглашал Трампа и представителей стран-членов ЕС, однако Песков в свое время говорил, что в Кремле были бы рады приезду американского президента в Россию. В ЕС тем временем дали понять, что не оставят без внимания, если кто-то из представителей Европейского Союза решит отправиться пожимать руку Путину. Любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не останется незамеченным европейской стороной, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе. Украина должна выйти из обороны и начать атаковать, а для этого ей необходимы дальнобойные ракеты, в частности «Таурус». Так считает будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. В интервью немецкой прессе он вновь повторил, что будет готов как новый канцлер пойти на тот шаг, который побоялся сделать Шольц, и все же передать «Таурус», которые, я напомню, способны пробивать даже бункеры. Но у Мерца, судя по всему, для них другая цель. В интервью он говорит, что украинцы могли бы уничтожать, далее цитата, «важнейшее сухопутное соединение между Россией и Крымом». Вероятно, речь идет о Крымском мосте или сухопутном коридоре в Крым. Украинская армия должна выйти из обороны и сама определять часть событий. Например, уничтожить важнейшее сухопутное соединение между Россией и Крымом. Я не уверен, что Путин позитивно реагирует на слабость и мирные предложения. Поставки ракет «Таурус» нужно согласовать с европейскими партнерами, и если это будет сделано, Германия должна участвовать. В Москве уже отреагировали на это заявление и обвинили Европу в нежелании прийти к миру, а если Киев получит дальнобойные ракеты, то это приведет лишь к эскалации, так считает Песков. В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиции и сторонников различных шагов, которые способны и неминуемо приведет лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. Аналогичную позицию мы видим и в других европейских столицах. К сожалению, действительно, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны. И сейчас о новом напряжении между Белым домом и Банковой. США и Украина заходят в новую фазу скандала. К тому же удары летят как со стороны Трампа в сторону Зеленского, так и наоборот. А закипело после российского удара баллистикой по Сумам. Украину возмутили формулировки американского президента относительно этого удара. Ведь он очень коротко прокомментировал атаку и назвал ее ошибкой. Не было никаких слов осуждения, лишь констатация того, что война – это плохо. В интервью изданию «Таймс» глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мирешко заявил, что ФБР необходимо начать расследование в США о том, кто распространяет российскую пропаганду. Он также раскритиковал и Трампа за слова про ошибку. Это все равно, что сказать, что теракты 11 сентября были просто ошибкой Аль-Каиды. Это очень тревожное заявление Трампа, которое одновременно поощряет Путина продолжать зверство и показывает, что кто-то из окружения Трампа продвигает российские нарративы.
Трамп при этом продолжил критиковать и Киев. Ему не нравится, что Зеленский просит вооружать ВСУ. При этом в начале войны республиканец обвинил 3 человек. Но это война, которой никогда не следовало начинаться. И Байден мог бы ее остановить, и Зеленский мог бы ее остановить, и Путин вообще не должен был ее начинать. Все виноваты. Господин президент, вы говорили Зеленским о его предложении купить еще батареи ракет «Патриот». Я не знаю. Он всегда хочет купить ракеты. Знаете, когда начинаешь войну, нужно быть уверенным, что сможешь ее выиграть. Верно. Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что тебе кто-то даст ракеты. Зеленский тем временем также дал понять, что в Белом доме слишком много российских нарративов, и вновь предложил Трампу приехать в Украину и поехать в любой город, в который захочет, чтобы увидеть последствия войны. После этого интервью Трамп, кстати, решил прикрыть телеканал CBS, но это не единственная причина. У республиканца давние споры с этим вещателем из-за редакционной политики. Но давайте же послушаем, что сказал Зеленский. Я думаю, что это просто ужас. Как можно видеть наши потери, страдания, понимать, что делают русские, и считать, что это не они агрессоры, это не они начали войну. Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику Соединенных Штатов, на политиков Соединенных Штатов. Зеленский также считает, что Путин сейчас сосредоточен на продолжении войны, и согласно его инсайдам, россиян сейчас информационно будут готовить к тому, что дипломатия не даст результата, а поэтому воевать надо дальше. Зеленский также заявил, что Путин не сможет оккупировать всю Украину, а Украине не хватает сил, чтобы деоккупировать все территории. В Берлине тем временем поделились своим видением о планах Путина. Заявление сделала Анналена Бербак, глава МИД Германии. Ужасная атака на Сумы ясно показывает, что президент России хочет продолжать уничтожать Украину и тем самым продолжать атаковать европейский мир. Это ясно дает понять, что любой, кто хочет мира, должен защищать Украину, должен поддерживать Украину. Поэтому усиление защиты Украины, усиление поддержки Украины – это политика мира. А вот российский коллега Бербак, глава МИД РФ Лавров, не говорит о погибших гражданских в Сумах, а переводит фокус внимания на удар по военным и обвиняет НАТО в участии в российско-украинской войне. Военнослужащие стран НАТО находятся там, все это знают, напрямую руководят. Нью-Йорк Таймс тут недавно объяснила, как с самого начала американцы играли решающую роль в атаках на Россию, и без этой роли американцев большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования. Лавров при этом заявил, что НАТО уже бессмысленный союз и потерял свой смысл после распада СССР, а поэтому надо распустить альянс. Отмечу также, что первый дальнобойный удар американскими ракетами по территории РФ был совершен не в 2022 году, когда началась большая война, а лишь в середине 2024 года. До этого момента администрация Байдена всячески запрещала Украине наносить такие удары. Итак, что думаете о такой нестабильной позиции Трампа? Он обвиняет то одну сторону, то другую, то всех вместе в начале этой войны, а себя несет как голубя мира. И как считаете, приедет ли в Украину по приглашению Зеленского? Напомню, что Байден в свое время побывал в Киеве. Напишите свои ответы в комментариях. Подозреваемый в покушении на Трампа держал связь с Россией и собирался спрятаться в Украине. ФБР раскрывает детали громкого дела. В этом месяце в Америке заявили о задержании уже второго молодого человека, который собирался расстрелять 47-го президента Штатов. На этот раз это 17-летний подросток Никита Касап. Он убил своих родителей ради плана по убийству главы Белого дома и свержению правительства США, пишет CNN. Подробности появились в судебных документах, рассекреченных Федеральным бюро расследований. Итак, следователями были найдены переписки подростка и его планы по убийству. Целью была политическая революция и спасение белой расы. Касап интересовался созданием бомб, дронов для атак, переписывался с радикалами из организации неонацистского экстремистского сообщества. Он даже якобы общался с неким контактом из России, об этом рассказывал однокласснику, а в Telegram была найдена переписка со словами, далее цитата, которую приводит CNN: «Если я уеду в Украину, там получится жить нормально, даже если узнают, что я это сделал», конец цитаты.
Сейчас Касабу предъявлены громкие обвинения: убийство первой степени, сокрытие тел, заговор с целью убийства президента, а также использование оружия массового поражения. На прошлой неделе в США, кстати, задержали еще и 32-летнего мужчину, который также собирался убить Трампа. Напомню, в республиканца стреляли во время его предвыборной кампании летом прошлого года. Пуля задела ухо Трампа. Звезд запустили к звездам. Одной из самых обсуждаемых тем в США остается необычный космический полет. Кэти Перри, Лорен Санчес и еще 4 героини покорили Вселенную. Накануне в истории космоса произошло историческое событие. Ракета New Shepard от Blue Origin отправила в суборбитальный полет первый в мире полностью женский экипаж. И это был первый за более чем 60 лет полет в космос, в котором участвовали исключительно женщины. Оторваться от земли решила певица Кэти Перри, журналистка Лорен Санчес. Это невеста одного из самых богатых людей мира Джеффа Безоса. Кроме того, ближе к звездам стали Гейл Кинг, легенда американской журналистики, Аиша Боу, бывшая сотрудница НАСА, Кэриан Флинн, продюсер, которая хотела доказать, что мамы тоже летают в космос, и Аманда Нгуен, правозащитница и исследовательница биоастронавтики. За 11 минут они пересекли линию Кармана, официальную границу с космосом, и благополучно вернулись на Землю. Друзья, всем хорошего дня, будьте здоровы, спасибо вам за комментарии. И напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!